Если вы задумывались о путешествии или переезде на Северный Кипр, то наше видео будет вам полезным. Привет, с вами Диана, и сегодня я расскажу, как же к нам добраться. На Северный Кипр можно попасть тремя способами: самолетом, паромом и переходя границу с Южным Кипром. Давайте рассмотрим каждый пункт по отдельности. Итак, первый вариант – это добраться по воздуху, то есть самолетом. Международный аэропорт Эрджан находится в Левкоше и является главным аэропортом Северного Кипра. Это самый быстрый вариант для большинства туристов. Но аэропорт Эрджан принимает прямые рейсы только из Турции, так что гостям из других стран придется сделать там пересадку. Новая и уже популярная авиакомпания Fly Cyprus Airlines, совершившая свой первый полет в апреле 2023 года, в настоящее время осуществляет прямые рейсы через Анкару, Стамбул, Измир, Муглу и Орду. Перелеты из этих городов на Северный Кипр ранее были редки, теперь же осуществляются без проблем. Второй вариант по морю паром. Паромная переправа из Турции тоже неплохой вариант. Паром отправляется с порта Мерсин и Бушиджо, Алания. Они прибывают в порт Гирне или пристань Карпас-Гейт на Северном Кипре. Это очень хороший вариант для тех, кто боится высоты или хочет путешествовать на собственном автомобиле. Так как паром отправляется с разных городов Турции на побережье Средиземного моря, продолжительность пути также разная. Это примерно от 6 до 10 часов. Некоторые паромы осуществляют только пассажирские перевозки, на других же можно добраться с автомобилем. Ну и третий вариант по сухопутной дороге с южной части острова, куда совершается множество прямых рейсов из разных стран. Выезжая через Южный Кипр, вы сможете познакомиться и с этой частью острова. Однако в таком случае вам понадобится шенгенская виза. Граждане стран ЕС, Украины или Великобритании могут пересечь границу беспрепятственно. Однако помните, что не во всех 8 пограничных пунктах разрешен пешеходный переход. При пересечении границы достаточно удостоверения личности, паспорта, и если вы на автомобиле, то вам понадобится страховка на автомобиль и водительское удостоверение. Штамп при пересечении границы в паспорт не ставится. Пересечь границу с Северным Кипром можно также на такси с аэропорта Ларнаки. Дорога до Гирны занимает примерно 75 минут. Квартира или вилла? Какой район? Дешево или дорого? Близко или далеко? Выбирая недвижимость для инвестиций с целью перепродажи, аренды или проживания, каждый из нас задает себе эти вопросы. Так как предложений на сегодняшнем рынке много, мы поможем разобраться и выбрать наиболее интересный вариант именно для вас. Сегодня расскажем о объектах от застройщика Исатис. Меня зовут Диана Лешко, а это моя дочь Диана и тоже Лешко. Да-да, вам не послышалось, две Дианы Лешко. Перед переездом на Кипр мы пересмотрели много информации в интернете, но попав сюда, мы поняли, что ни одно видео не передаст это ощущение и эмоции. Нам показывали разные локации, разные проекты, но для себя мы выбрали Лонг-Бич. Это был, конечно, совсем не тот Лонг-Бич, который сейчас, но даже на тот момент, когда это еще было поле, пустое поле, мы поняли, что это наше, и не ошиблись. Сейчас мы с вами находимся в районе Енибазычи в проекте Orchid от застройщика Исатис. Многим этот комплекс знакомый, особенно местным жителям, так как он является одним из самых масштабных комплексов в этом районе. Енибазычи стал в последнее время очень притягательным не только для покупателей, но и для застройщиков, которые запускают все больше новых классных комплексов именно здесь. Почему же это так?
Все потому, что Енибазычи имеет потрясающие локации. Рядом находится город Фомагуста, античный город Саламис и несколько оборудованных пляжей. Кроме того, в шаговой доступности вся инфраструктура. Государственная и частная школа «Неарист», клиники, магазины, детские сады и аптеки. Для постоянного проживания, а также для сдачи в долгосрочную аренду это очень удобно. Как вы уже успели заметить, проект малоэтажный и состоит из апартаментов от студий до вилл. Комплекс будет радовать жильцов своей развитой инфраструктурой, например, крытый, открытый и детские бассейны, спортивный зал, теннисный корт, сауна, ресторан, супермаркет, детский клуб, парковая зона, площадка для пляжного волейбола, видеокамеры и шлагбаум, а также электрогенератор. Есть в комплексе управляющая компания, которая будет заботиться о чистоте и озеленении. Сейчас мы с вами находимся в готовом таунхаусе 3+1. Это шоурум, который подготовил застройщик для демонстрации отделочных материалов, а также на примере этого таунхауса можно посмотреть, как можно обустроить ваш дом. Напомню, что все застройщики на Северном Кипре сдают квартиры в чистовой отделке. У вас уже будет кухонный гарнитур, выведена подсветка, электричество, вода, шкафы в спальнях и полностью готовый санузел. Важное преимущество комплекса – наличие генератора. Это значит, что у вас всегда будет свет, интернет и горячая вода. Местные меня поймут. В этом шоуруме все выполнено в современном лаконичном стиле, и застройщик предоставляет то же самое для своих покупателей. Вы можете заказать дизайн-пакет у компании Isatis, либо обустроить свою квартиру самостоятельно. Здесь у нас предоставлена система «Умный дом», которая управляет кондиционированием, шторами и всем электричеством в доме. Так застройщик демонстрирует свои возможности. По желанию клиента вы можете установить эту систему в ваших апартаментах. Так как на Кипре очень много солнца, то большие балконы и террасы являются огромным преимуществом. Здесь можно завтракать, обедать, ужинать, просто отдыхать и загорать. Первый этап данного комплекса уже сдан в эксплуатацию, второй на стадии строительства. И сейчас стартовал третий этап данного проекта, где вы можете еще выбрать студию, апартаменты с одной либо двумя спальнями с выгодной ценой и с удобным планом оплат. А это 35% первоначальный взнос и 65% на 3 года без процентной рассрочки. Застройщик строит из красного кирпича и по принципу термоса. А что это значит? Что в стенах заложена дополнительная термо- и шумоизоляция. Бонусом для вас будет опция от застройщика. Это готовые выводы под отопительную систему. То есть, если вы захотите сделать отопительную систему, вам уже не придется ковырять стены, достаточно только докупить и установить батареи и тепловой насос. Еще я хочу вам рассказать о проекте Isatis в Искеле. Искеле – это небольшой динамично развивающийся город на Северном Кипре. Он славится своими пляжами, а особенно пляжем Лонг-Бич и его 3-километровой песчаной полосой. Рекомендую вам обратить внимание на проект Elysium, который расположен всего в 600 метрах от моря. Это небольшой камерный комплекс, и в нем будет вся необходимая инфраструктура для проживания. Благодаря локации такую квартиру можно сдавать в краткосрочную либо долгосрочную аренду. Можно приобрести квартиру для комфортного, спокойного проживания, так как это не многолюдный резорт на 1000 квартир. Именно благодаря уникальности проекта квартиры в нем будут всегда ликвидны. Итак, давайте подведем с вами небольшой итог. Отличные локации, очень перспективные районы,
надежный застройщик, идеальное место для постоянного проживания. Эти комплексы пользуются повышенным спросом. Ну а выводы делайте сами. Если вас заинтересовали проекты Исатис, обращайтесь в Лешко.Хом, мы подберем для вас лучшие варианты. Заинтересованы в переезде на Кипр? Хотите выгодно инвестировать и приумножить свой капитал? Подписывайтесь, пишите свои комментарии и оставайтесь с нами. С вами были Диана и компания Лешко.Хом. Пока-пока! До новых встреч у нас на канале.